Друзья, всем привет! Катаюсь тут на велосипеде и какие-то безумные мысли все время крутятся в голове. Все-таки хочется вас очередной раз удивить и сделать что-то необыкновенное с этим велосипедом. Смотрите, какой он маленький. Но вы не представляете, какую гигантскую турбину я задумал сюда поставить. Есть такая вещь. Она у меня очень давно. Турбина от вертолета Ми-8. То есть это именно та часть, которая идет на приводной винт, на основной винт, который поднимает машину весом где-то 8-10 тонн в небо. И я хочу часть из нее поставить на мой велосипед. Ну, очень хочу и уже давно. Хотел на машинку какую-нибудь поставить. Но это неинтересно, друзья. Сейчас мы попробуем, будет ли она крутиться от маленького реактивного двигателя. И, наверное, начнем разбирать ее сегодня. Потому что надо как-то подразобрать, снять рабочие колеса, да и посмотреть, что там внутри. О, пропал шум подшипников. Турбина сбалансирована, хорошая, не волнуйтесь. Планирую поставить ее где-то вот здесь, вот в этом месте. Может быть, придется удлинить раму немножко. Но для начала, естественно, надо ее снять, разобрать, подготовить, так сказать, к установке на велосипед, друзья. Лопаточки шатаются, все как положено. Смотрите, какая чистенькая она теперь. То есть этим запуском мы одновременно прочистили ее. Получается, получил 3000 оборотов даже с небольшим. Ну, надо ориентироваться где-то на 1000, я так из опыта предполагаю. Вот, когда буду рассчитывать цепной привод. Перевернул агрегат, так как разбирается он с обратной стороны. Вот смотрите, какая есть гайка, и желательно ее открутить. Не знаю, если не получится, придется, наверное, срезать болгаркой, потому что, скорее всего, она очень жестоко затянута. С этой турбины вал будет классный и еще несколько всяких крыльчаток. Нижняя крыльчатка, кстати, она больше по диаметру. Есть еще спрямляющие аппараты. Один из них я уже давным-давно снял, так как это сделать проще всего. Да, кстати, ребят. Смотрите, есть еще турбинка поменьше, это вот от GTD 350. Ее я тоже планирую поставить на ход. Уже сделал фактически подшипниковый узел. Потом есть еще вот такая турбина. Тоже все время думаю, что с ней сделать. Есть титановая турбина с редуктором с небольшим. Это я тоже когда-то показывал на канале. Вот ее корпус. Запитывал опять же от малогабаритного реактивного двигателя. Но вот выбор пал у меня на самую большую турбину. Потому что ее тоже хочется использовать. Какая-то такая немножко деревенская обстановка на канале. Какие-то доски, поддоны. Это я даже думаю к лучшему. Уже где-то 2 года в пользовании у меня эта турбина. Все ходил вокруг да около. Думал, что же с нее сделать. Попробую сделать пару ударов. Есть специнструмент у меня. Да, жестко. Хоть бы на миллиметр сдвинуть, было бы классно. По-моему, сдвинул.
Да, уже на 5 миллиметров сдвинул. Все, гайка пошла, друзья. Не ожидал, что так все просто будет. Все, это было самое страшное. Все, открутил. Форсуночка получается вот такая. Имеет маленькое отверстие, где-то 1 миллиметр в диаметре. И вот с помощью него смазывается вот этот гигантский подшипник, который выдерживает более 10 тысяч оборотов. Очень много часов. Такое чувство, что выпрессовка этой шайбы мало что мне дает. Очень сильно кажется мне, что теперь надо откручивать все вот эти гаечки. Неожиданно как-то потемнело, и поэтому я не смог заснять весь процесс. Ну, самое интересное покажу, друзья. Короче, без проблем не обошлось, пришлось их решать. Самая большая проблема была вот с этой гайкой. Первую мы выкрутили очень легко. Мне аж прям понравилось. Ну, а вторая была в тоннеле. Поэтому пришлось сначала до нее копать, срезать все выступающие части. Кстати, вот эта деталь, хоть и гигантская, но довольно-таки легкая, ибо она титановая полностью. Вот так у меня это дело получилось. Сначала я сверлом долез, рассверлил, а потом зубильцем расколол ее и расширил. Вот он статор. Здесь прослеживается гигантский подшипник. Он, как всегда, шариковый. Самый мощный. Ну, а на обратном конце роликовый был. И что же вы думаете, ребята? Я уже здесь, в принципе, пооткручивал все гаечки, посрывал. И можно их открутить, разделить, все эти турбины. Здесь их 2 штуки, так как турбина двухступенчатая. Смотрите, какие интересные гаечки. Болтики, скорее всего, тоже будут интересны. А еще будет интересный вот этот вал. Ну что, готовы? Смотрите. Не могу сказать, как это правильно называется. Но используется что-то типа радиального шлицевого соединения. То есть такой вал никогда не провернет. Это просто что-то нереальное. Обратите внимание, внутри он очень даже пустотелый, этот вал. Интересно, какая толщина стенки. Ну, я его довольно-таки свободно поднимаю одной рукой. Серьезная вещь. Очень серьезная деталь. Довольно-таки тяжеленькая, но мы будем использовать не эту, а та, что чуть-чуть ниже. Ух ты! Переходная плита. Не ожидал, что будет такая деталь. Тоже с 2 сторон шлицевое радиальное соединение. Уплотнение. Видите? Канавки уплотнения. Уплотняется оно по вот этой внутренней поверхности. А теперь смотрите, какие здесь болтики. Шедевральные. Обратите внимание. Мне вот интересно, вы хоть раз в жизни видели такое? Получается, для фиксации от смещения оставили везде бортики. А остальное тело поуменьшали. Я думаю, это для того, чтобы сделать их равнопрочными. Потому что резьба ослабляет. Болт, и он отрывается обычно вот здесь. А здесь тело даже меньше, чем нижняя часть резьбы вот здесь. И здесь тоже. То есть эти болты равнопрочные по сути. Здесь еще клеймо где-то должно быть. И оно здесь есть, но плохо видно. Ну а вот турбина, друзья, которую мы будем ставить на велосипед. Так, ребята, ну и под завязочку. Кто там интересовался, что там с каналом Чернега Роуз. Я вам ссылочку оставлю в описании на новый канал. Его открыл Славик. Так как ребята разделились, и можете посмотреть на их движуху. То есть те, кто следил за каналом Чернега Роуз, имейте в виду, что есть еще один канал. Ссылочки в описании. Ну а у меня на этом все. Всем пока, до новых встреч.